Начнем итоговое сравнение команд перед матчами 1/8 финала. Реал Мадрид и Манчестер Сити подойдут к очной игре с проблемами в составе. У испанцев лечится Азар, Асенсио, Диас и совсем недавно получили повреждения Начо и Хамес Родригес. У англичан давно выбыли из строя Менди, Лапорт и Сане. Галактикос пожертвовали Кубком Испании. Теперь у них остается только два турнира – Ла Лига и Лига Чемпионов. Горожане сражаются в 4 соревнованиях. Команда успешно вышла в финал Кубка Лиги. Также ей предстоит борьба за Кубок Англии, АПЛ и Кубок Чемпионов. Мы уже рассказывали о том, что у мадридцев беспроигрышная серия во всех турнирах составляла 4 месяца, пока и в Кубке не наказал Реал Сосьедад октябрь 2019 февраль 2020 годов. Зато отметим отрезок в чемпионате Испании, который составляет 14 туров подряд без поражений. У Сити беспроигрышная серия была с декабря по январь и составляла 8 матчей. Сейчас она прервалась. Знаете ли вы, что испанский коллектив в 44-й раз выступит в розыгрыше Кубка Чемпионов из 65 возможных? Если все это перевести в матчи, то получится более 430 игр. Сити тут как пацан, 78 поединков. Английский клуб принимает участие в Лиге Чемпионов только в 10-й раз. Последняя встреча этих команд состоялась в 2017 году на Международном Кубке Чемпионов и закончилась 4-1 в пользу Манчестера Сити. Команды провели между собой 6 очных игр. 3 победы одержал Реал, 1 Сити, по голам 10-8. Обратим наши взоры на следующую пару, с которой мы разберемся быстро и легко. У Валенсии рискуют пропустить матч с Аталанта Яспер Силисен, Гарай, Кристиано Пичини, Жауме, Вальехо и Гомера. У итальянцев только одна потеря – Сутало. В каких турнирах они участвуют? Аталанта прекратила свои попытки выиграть Кубок Италии еще на стадии 1/8. У клуба из Бергама остается, получается, 2 турнира серия А и Лига Чемпионов. У летучих мышей то же самое. Клуб остался без кубка, чтобы сосредоточиться на более важных лигах. Самая впечатляющая серия испанской команды продолжалась с ноября по январь и составляла 7 матчей. Сейчас же у них дела с переменным успехом. У итальянского коллектива особых и значимых отрезков не наблюдается. Отметим, что на данный момент у них 3 матча без проигрышей. Для Валенсии это уже 11-й сезон этого турнира. Аталанта же здесь дебютант. Заметьте, что итальянцы перед жеребьевкой группового этапа наряду с Лилем были одной из самых худших команд. Испанцы провели в Лиге Чемпионов 126 поединков, Аталанта в 20 раз меньше 6. Для Аталанты это первое свидание с испанской командой. Однако в 2017 году был товарищеский поединок, в котором итальянцы оказались сильнее Валенсии 2-1. На очереди Лион и Ювентус. У французов много потерь. Депай, Дюпуа, Коне, Рейне, Соле. У туринцев выбыл Бернардески, Данила, Демираль, Киелини и Хидира. Будет непросто. В каких турнирах участвуют? Как известно, во Франции, как и в Англии, 3 внутренних соревнования. Лион до сих пор участвует в Кубке страны, сыграет в финале Кубка Лиги с ПСЖ, а также коллектив участвует в Лиге 1 и в Лиге Чемпионов. Старая Синьора намеревается выиграть Кубок Италии, Лигу Чемпионов и серию А. Совсем недавно Лион прервал свою 9-матчевую серию без поражений, которая тянулась с декабря по январь. Итальянцы имели в январе 5 побед к ряду, но пока затормозили. Лионцы проводят уже 14-й сезон в Кубке Чемпионов, а вот их соперник 32-й из 65 доступных. У Старой Синьоры 277 игр, очень опытная команда. У французов эта цифра равна 144, почти в 2 раза меньше. Последний раз коллективы встречались еще в 2016 году на групповом этапе Лиги Чемпионов, победа Ювентуса и ничья. Всего же клубы провели между собой 5 встреч, 4 выигрыша у черно-белых и 1 ничья, по голам 3-7. Челси, Бавария. У этих команд также не обошлось без потерь. Англичане не смогут рассчитывать на Ван Гинкеля, Запакосту, Лофтус-Чика и Пулишича. У Баварии с этим дела обстоят легче, но все же есть травмированные Зюли, Хави Мартинес и уже 2 игры пропустил Перишич, у которого перелом лодыжки. В каких турнирах участвуют? Синие выбыли из Кубка Английской лиги. Остается 3 важных турнира: Кубок Англии, Лига Чемпионов и Чемпионат страны. У Баварии также 3 турнира. В Кубке Германии они явные фавориты. Длинными сериями побед Челси похвастаться не может. После нескольких успешных проведенных игр следует обязательно поражение. Однако отметим, что сейчас команда Лэмпарда не уступает 3 матча во всех турнирах подряд. У мюнхенцев на данный момент 8 побед и ничья. Белая полоса длится с декабря. Для лондонцев это 13-й розыгрыш. Бавария превосходит их по этому показателю в 2 раза, 31-е участие. Челси сыграл в Лиге Чемпионов 166 матчей. У Баварии второй показатель после Реала 347. Последняя игра между английским и немецким клубом состоялась 2,5 года назад, когда в товарищеском турнире Бавария оказалась сильнее со счетом 3-2. Личные игры, их было всего лишь 5 за всю историю. Дважды побеждала Бавария, 1 раз лондонцы и также 2 раза была зафиксирована ничья. Матчи всегда завершаются результативно. По голам абсолютное равенство 11-11. Следующая подопытная пара Наполи-Барселона. Если вам интересно смотреть ролик, где мы сравнивали показатели забитых голов, фолов, ударов и так далее, ссылка вверху. Неаполитанцам, скорее всего, не сможет помочь Гулям и Малькюи. Какие же проблемы у соперника? Каталонцы не смогут рассчитывать на
Дембеле, вратаря Нето, Суареса и Турана. В каких турнирах участвует команда Гаттузо? Сохраняет шансы на Кубок Италии, где сразится с Интером. Про Лигу чемпионов и Серию А вам хорошо известно. Для Барселоны испанская Ла Лига и Лига чемпионов это понятно. А вот с Кубком Испании синегранатовые уже попрощались. Команда Гаттузо может похвастаться серией из 3 побед, в которых были повержены Лацио и Ювентус. Но клуб оступился сейчас и прервал свой великолепный поход. У Барселоны сейчас какой-то хаос. Несколько успешных игр сопровождаются обязательно неудачами. Можно вспомнить серию команды, которая продолжалась с ноября по январь и составляла 12 игр, но это заслуга другого тренера. Сезоны для итальянского клуба это всего лишь 9-й турнир. Барселона же здесь собаку съела, так как участвует уже в 27-й раз, в 3 раза больше Наполи. Переведем показатели в игры. У каталонцев 316, у неаполитанцев 50 матчей. Последняя их игра состоялась в августе прошлого года. Испанцы тогда были сильнее 4-0. Личные игры, всего их было 4. Все они были товарищескими, то есть 1/8 финала Лиги чемпионов этого сезона будет первым официальным матчем в их карьере. Ладно, в контрольных матчах у Барсы 3 победы, у Наполи 1, по голам 2-11. Теперь рассмотрим пару Тоттенхэм-Лейпциг. Кто выбыл? Лондонцам не сможет помочь Дэвис, Кейн и Сисако. Каждый пропустил уже больше месяца. Немецкие коллеги не смогут рассчитывать на Кампла, Конате и Орбана. В каких турнирах участвуют клубы? Команда Мауриньо играет в Кубке Англии, Лиги чемпионов и английской премьер-лиги. Команда Нагельсмана избавилась от Кубка Германии. Остается сражаться в чемпионате и Лиге чемпионов. Сейчас у Тоттенхэма беспроигрышная серия из 6 матчей, 4 победы и 2 ничьи. Уже несколько недель Лейпциг не может прийти в себя. В январе закончился великолепный отрезок из 13 матчей без поражений, который начался еще в октябре. Все хорошее когда-то заканчивается. Сезоны в главном турнире. Для Тоттенхэма это 6-й розыгрыш. Для самой молодой команды этого турнира Лейпцига это 2-й турнир. Напомню, что первый состоялся в 2017-2018 годах, но тогда команда выйти из группы не смогла. Как интересно получается, если сравнить Наполи и Тоттенхэм, то увидим, что у шпор участия в турнире меньше, но вот игр они провели больше, 53. Лейпциг же сыграет в 1/8 свою 13-ю и 14-ю игру. Эта пара никогда в Еврокубках не пересекалась и никогда не играла в товарищеских играх, тут вас порадовать нечем. Преимуществом Тоттенхэма является тренер, который 4 раза играл в финалах Еврокубках и 4 раза их выигрывал, ссылка вверху. Боруссия ПСЖ. У немецкой команды проблемы с Ройсом и Делейни, у французов целый лазарет. Это и Аушиш, который долго уже лечится, это и Бернат, Дагба, Маркиньос, Тиаго Силва. Недавно там оказались Неймар и Диало. Кто знает, может быть они успеют восстановиться. В каких турнирах участвует Лига чемпионов и чемпионат Германии? В Кубке страны Боруссия уступила одному из аутсайдеров. ПСЖ играет на 4 фронта, как и Манчестер Сити. Лига чемпионов это раз, чемпионат Франции это 2, Кубок французской лиги, финал с Лионом это 3 и Кубок Франции это 4. Можно вспомнить январскую победную серию команды Люсьена Фавра, которая состояла из 5 матчей. Коллектив Тухеля один из немногих, кто до сих пор сохранил длительную беспроигрышную серию. Итак, внимание, клуб из столицы Франции не знает поражения на протяжении 21 матча 3 месяца. Во всех турнирах, естественно, а как мы убедились, их 4. Сезоны Боруссия провела на 3 турнира больше, 15, у ПСЖ соответственно 12. По играм получается 144 и 110. Последняя игра состоялась в 2010 году и завершилась со счетом 0-0. Всего же Боруссия и ПСЖ провели между собой 2 встречи. Обе состоялись в том же 2010 году и завершились в ничью по голам 1-1. Атлетико Ливерпуль, для кого-то это может быть самый важный матч. Кто травмирован у испанцев? Ариас, Жоао Феликс, Диего Коста, Марата, Диего Поведа, Трипьер, Хосе Хименес, Эррера. Длинный список, но у большинства мышечные травмы. У англичан сейчас не играет Клайн, Мане, Милнер, Шакири. В каких турнирах участвуют клубы? Для Атлетико Кубок Испании был завершен еще на стадии 1/16 финала. На данный момент остается 2 турнира Ла Лига и Лига чемпионов. У команды Клопа насыщенный сезон. Она участвовала в суперкубках УЕФА и Англии. В декабре их ждал Кубок мира среди клубов, Кубок английской лиги. Но все эти 4 турнира для Ливерпуля уже завершены. Остается Лига чемпионов, чемпионат и Кубок Англии. Можно отметить декабрьско-январский отрезок, в котором ребята Симеона не уступали никому и нигде, 6 матчей. Выделяем еще одну превосходную серию, которая длится и по сей день. У Ливерпуля 12 игр без проигрышей во всех соревнованиях. А в чемпионате страны, как вы знаете, ни единого поражения уже 42 тура подряд, если брать и прошедший сезон. А теперь сезоны в чемпионской лиге. Атлетико провел здесь 15 турниров, а Ливерпуль 22. Можно провести такую статистику игр. У испанцев 133 поединка, у англичан 215 матчей в Лиге чемпионов. Эти команды встречались в последнее время довольно часто. Последняя игра была в 2017 году и завершилась в пользу Атлетико. Личные игры, их было 6, 2 ничьи, 3 победы мадридцев и 1 у ливерпульцев. По голам в очных играх 7-6. А какие же трансферные приобретения клубы Лиги чемпионов осуществили этой зимой? Это вы узнаете из ролика, который сейчас появится на ваших экранах. Не забывайте включать уведомления на любимый канал. Услышимся на спортивном.